В мире существуют миллионы видов животных. Кто-то самый быстрый, кто-то самый умный, а кто-то самый пугливый. Мы расскажем об одном смелом зверьке. Медоед – самое бесстрашное животное на планете. Поехали! Барсук-медоед – уникальное животное, будто с несколькими десятками жизней. Он в принципе никого не боится. Его толстая шкура защищает от любых хищников, ведь прокусить ее просто нереально. Самое удивительное, что шкура эта живет буквально отдельно от него. Медоед может легко вращаться внутри нее, легко разворачиваясь и атакуя в ответ. Его кожа практически как шуба у людей. Она невосприимчива даже к копьям и стрелам, не режется ножом и поглощает удары. Медоед без проблем ворует мед и ест личинки пчел. Они ему не страшны. А еще медоеды просто обожают змей. Бывает так, что змеи жалят барсука, тогда он падает на землю и будто засыпает ненадолго. Так его организм справляется с ядом. После этого животное вновь встает и бежит дальше или доедает змею. Змеиный яд для них не смертельный. Чувствуя свою безопасность, барсук-медоед часто нападает на любого противника. Это могут быть львы, леопарды, питоны и даже буйволы, превышающие в разы размеры медоеда. Сегодня популяция этих животных существенно сокращается. Происходит это из-за быстрого роста населения в Африке. Медоедов уже не встретишь на юге Африки и в северо-западных ее провинциях. Для существования и размножения медоедам не хватает земли. Еще одной причиной уменьшения численности является конфликт людей с барсуком. Его не останавливают ни заборы, ни провода, ни навесы, ни ловушки. Местные жители в таком случае или травят медоедов, или убивают их, чтобы не мешали фермерам и пчеловодам. В Азии тоже можно встретить этих бесстрашных животных. Они обитают в Индии, Непале, на Аравийском полуострове и в Средней Азии. На канале есть отдельное видео про самых смелых животных на планете. Ищите ссылку в описании. Медоеды чрезвычайно умные и сообразительные зверьки. У них просто огромный мозг для их тела. Чтобы перебраться куда-то, они могут прикатить бревно или принести другой предмет, чтобы встать на него. Животные открывают дверные ручки, двери, ворота, разворачивают провода и залезают на столы и в шкафы. Медоеды с легкостью находят пчелиные улья, следуя за медоуказчиковыми птицами, которые издают специальные звуки. Такой тандем выгоден обоим. Медоед пугает пчел неприятным запахом специальных желез, как скунс, разгоняет их гнездо, а птица лакомится остатками личинок. Медоедов еще называют лысыми барсуками из-за светлого меха на голове и спине, а хвост, живот и лапы у них покрыты черной блестящей шерстью. Благодаря такому окрасу они легко маскируются. Медоеды немного похожи на скунсов и также испускают зловонный запах. Обычно они используют его не для нападения, а во время защиты. Пожалуй, им бы больше подошло название змеиед. Змеи составляют большую часть их рациона. Змеиный яд убивает других зверей, а для медоедов не смертелен. Согласно исследованиям ученых, это происходит из-за содержания N-холинорецептора, который есть еще у свиней и у ежей. У этих животных произошли эквивалентные аминокислотные замены, которые и препятствуют связыванию с ядом. А еще толстая кожа является хорошей защитой. Даже яд шумящей гадюки, который разлагает человеческое тело, не смертелен для медоеда. Медоеды с особой стойкостью охраняют свою нору. Они без раздумий атакуют любого противника, даже немного превышающего их самих. Именно поэтому африканские охотники съедали сердце медоеда, чтобы стать такими же отважными и смелыми, как суперзверь. Барсук-медоед занесен в книгу рекордов Гиннесса как самое бесстрашное животное. Он отличается не только храбростью, но и своими мощными челюстями. Животное легко съедает любую часть своей жертвы, даже крошит кости. Медоеды без особых проблем съедают даже черепах вместе с панцирем. В их рацион входят мыши, хомяки, крысы, ящерицы, лягушки, птицы, ежи, сурикаты, насекомые, змеи, фрукты, корни деревьев и даже ядовитые скорпионы, крокодилы и крупный рогатый скот. Могут даже питаться падалью. Любое существо, которого медоед встречает на пути, он старается убить и съесть. Он ест практически все. Животное имеет длинные острые когти на лапах, помогающие ему взбираться на деревья и рыть землю. Медоеды ведут одиночный образ жизни, охотятся в темное время суток. У них отличное зрение, слух и обоняние.
Медоед может услышать жертву даже глубоко под землей. После этого он начинает рыть землю и точно находит добычу. У каждого медоеда есть своя территория, которую он яростно охраняет от своих соседей-сородичей. Размеры медоедов не очень большие. Длина их тела в среднем около 70 сантиметров. Вес порядка 15 килограммов. Самки немного меньше самцов. Живут животные в норах, глубина которых часто достигает нескольких метров. Африканские барсуки-медоеды часто селятся в дуплах деревьев. У них практически нет врагов, ведь кто захочет нарваться на свирепого медоеда? Самцы встречаются с самками лишь на время брачного периода. После этого каждый возвращается на свою территорию. Беременность у самок длится около 6 месяцев, рождается от 1 до 4 детенышей. Первый год жизни детеныши постоянно находятся с матерью. Сказать точную продолжительность жизни медоедов никто не может. Есть официально зарегистрированный рекорд в 26 лет. Медоеды, которые обитают на засушливой территории, часто вырывают глубокие ямы возле своих нор. После дождей они наполняются водой и служат водопоем для медоеда, а еще и приманкой для других животных, на которых охотится медоед. В природе существует 12 видов медоедов, каждый из которых имеет свой собственный ареал обитания. Так почему же медоеды едят змей? Конкуренция за них уж очень мала, а тем более за ядовитыми видами. Еще они являются отличным источником белка, при этом змеи не очень быстрые и не слишком осторожные. Даже когда они кусают медоедов, те не задыхаются от укуса, а лишь впадают в кратковременную кому. После укуса кобры медоед бьется в конвульсиях и кажется, что он умирает, но спустя несколько часов он встает, как ни в чем не бывало. Почему более крупные хищники избегают медоедов? Только неопытные или слишком молодые леопарды, львы и другие крупные хищники могут попробовать напасть на медоеда. Взрослые особи понимают, что тот слишком мелкий и тощий, чтобы за него бороться. Зато во время борьбы может нанести серьезные ранения и травмировать на долгое время. Вероятность смерти от инфекции или от голода из-за невозможности охотиться не стоит никакого медоеда. И опытные хищники это понимают и избегают бесстрашных зверьков, которые яростно сражаются до конца. В местах, где нет людей или в прохладную погоду, медоеды активны и днем. Они преодолевают очень большие расстояния каждый день, передвигаясь рысцой. Поэтому на своей территории каждый медоед строит несколько нор и ночует каждую ночь в новом месте. Главный способ атаки медоеда на более крупного хищника – это кастрация. После этого медоед ждет, пока жертва истечет кровью и ослабеет. Поэтому естественных врагов у этого мелкого монстра нет. Что ж делать человеку, чтобы не стать жертвой медоеда? Так как медоеды обитают в Африке, Азии и Аравийском полуострове, постарайтесь вообще не посещать эти места. Но если все же вы столкнулись с этим зверем, не пытайтесь загнать его в угол. Медоеды практически не устают, а вот человеку станет намного раньше. Ни в коем случае не трогайте барсука-медоеда и не пытайтесь взять его на руки. Его толстая кожа, броня позволит оставаться животному активным, так что он может легко развернуться и разорвать лицо. Не старайтесь убить медоеда, с первого раза у вас это точно не получится. Ни стрелы, ни ножи не пробьют броню, а только разозлят монстра. Ни в коем случае не провоцируйте зверя. Даже если вы думаете, что этот маленький тощий барсук не может вам навредить. Поверьте, этот может. Это знают даже львы и другие крупные хищники. Не пытайтесь залезть на дерево, чтобы сбежать от медоеда. Они отлично взбираются на любые деревья благодаря своим крупным когтям. А сидя на ветке, спасаясь от зверя, у вас уже практически не будет шанса. Самое радостное то, что, скорее всего, вы никогда не встретитесь с медоедом. Животные старательно избегают встреч с людьми. Но все же, если так случится, то человеку грозят серьезные неприятности. А теперь реальные истории нападения медоедов на людей. Во время оккупации Барсы британцами в 2007 году сообщалось о медоедах-людоедах, которых специально выпустили для устрашения местных. Англичане не подтвердили эту информацию, сказав, что это были местные медоеды, а не привезенные, которые довольно редко встречаются на территории Ирака. Опасны для людей лишь тогда, если их спровоцировать. Это подтвердил заведующий местной ветеринарной клиники.
Медоеды направились к городу из-за частых наводнений в их естественной среде обитания. В 2015 году в Ботсване произошел страшный случай. Мужчина погиб после встречи с медоедом. Ведь, как известно, убить медоеда можно только огнестрельным оружием. У мужчины с собой были только стрелы, которыми он пытался защититься. Непонятно как, но стрела попала в мужчину. Может быть, это рикошет был. Как видите, встреча с медоедом на самом деле большая редкость, но и большая опасность. На сегодня у нас все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы узнавать еще много интересного.